Приветствую вас, друзья! Мы на даче, и это кухня ассорти про еду. С вами, как всегда, ваш покорный слуга Виталий. И сегодня я сделаю шашлык. Шашлык не просто банально, вот как шашлык с разными там, в разных вариациях маринада. Ну, как-то так вот не очень мне показалось это интересным. Притом лето уже заканчивается, оно очень короткое, а снять очень много всего хочется. Поэтому я задумал сделать видео из шашлыка в 3 типах обжарки. Это будет камада, гриль и шашлык в казане. Что сподвинуло, это шашлык в казане. Как бы интересно было приготовить, но подумал, ну там как бы обжарка туда-сюда, не очень так это настолько интересно. Я так думаю, хотя может быть и интересно. Вот. Но сразу в 3, в одном маринаде я замариную одинаково все мясо. 3 килограмма у меня свиной шеи. Одинаково, ничем не будет отличаться. И зажарю в 3 разных видах обжарки. Вот. И в конце я попробую все это, не зная, в чем это обжаривалось. И мы проверим, есть ли все-таки разница, стоит ли заморачиваться и покупать дорогущие камада, париться с пригоранием или температурами обжарки в казане, или традиционно обжарить все это на мангале. Ну что, друзья, я думаю, всем интересно. Пишем уже в комментариях, как вы думаете, в чем будет самый сочный, вкусный шашлык. А за подписочку огромное спасибо, друзья. Вот, беру шею и режу просто стандартно на кубики. Вот так. Этот кусок хороший. Побольше. Наполовину. Этот кусок тоже вот так вот наполовину. Так, в чем я буду это все мариновать? Мне придется такую большую взять посудину. Не мелкую такую. Вот. И все это дело вот сюда. И вот так вот я займусь всем мясом. Классический сделаю маринад. Лук, базилик, черный перец, красная паприка, айран, немножечко растительного масла и приправка сумак. Сумак — это, знаете что? Это такое растение со вкусом такого лимона, можно сказать. Она очень универсальна и может очень хорошо заменять в маринадах, в соусах. Именно вот лимонный вкус немножечко добавляет, лимонный, не навязчиво. И уксус. Поэтому во многих очень азиатских блюдах она во всех соусах, в хумусах, это преобладание этой приправы. Поэтому я ее добавляю к шашлычку, это будет вещь. Поехали нарезочкой лука. Лук полукольцами. Вот так вот. Сразу же наверх соли.
сумак. Даст кислинку. Сухой базилик. Паприка. Черный перец. Немножко айрана. И немножечко масла. Вот так. И сейчас все это мы хорошо перемешаем. Закрою все это дело крышкой и подождать пару часиков. У кого как получится. 3-4 по возможности. Не меньше 2. Ля-ля-ля тополя. Итак, друзья, соус к шашлыку. Для вкусного шашлычка я сделаю свежий томатный соус. Не знаю, наверное, они есть. Я так экспромтом просто взял, да, что-то и придумал. Но не первый раз я уже это делаю. Нет, начну я не с помидор. Извиняюсь. Начну я с лука. Вот, возьму лучок. Вот так вот. И его порежу очень меленько. Лука достаточно. Вот так вот. И сейчас я его, вот этот вот лучок, заливаю яблочным уксусом. Примерно где-то столовую ложку. Вот так. И пока я буду все резать, пускай он у меня здесь вот помаринуется. У лука это происходит очень-очень быстро. Он сразу меняет запах. Вот, вкус. Будет круто. Дальше я возьму мисочку, в чем я буду взбивать соус. Основа будет томатная. Можно брать такие уже переспелые помидоры, но это прямо сорванные вот из теплички, поэтому они еще такие плотненькие. Вот. И это сейчас я перебью погружным блендером. Вот я все взбил. Лук маринуется. Пускай еще подольше помаринуется. Я пока порежу сладкий перчик. Тоже вот такой вот половинки мне хватит. Именно меленько. Вот такой вот перчик. Сейчас я его оставлю здесь, а все это замешаю вот в этой мисочке. Кинза мелкая. Кинзу я рублю очень мелко.
мелко, потому что я приучаю всю семью свою понемножечку к кинзе. И сам тоже к ней привыкаю. Здесь у меня базилик. Без ствола листики. Вот. Петрушхан. Петрухан тоже вот так вот крупненько. Базилик синенький. Петрухана вот так. Ладно, хватит. Запахи свежей зелени. Как это хорошо, когда пахнет зелень, когда она есть свежая. Вот, и начну все это замешивать. Мой взбитый томатный соус основа. Видали, какая она? Нифига себе. Застыла в камень. Это почему, а? А все, друзья, это потому что когда я ее взбиваю, для того, чтобы основа, я хочу все-таки сделать здоровый, очень витаминный соус к жареному шашлыку. Поэтому витаминов к нему очень как хорошо пойдут. Поэтому я, когда их взбиваю, я добавляю сюда просто белую булку. И получается он вот таким вот густым, и не надо его переваривать 1000 раз. А просто вот он вот такой вот вкусный, густой соус получается. Вот. И все это дело отправляю вот сюда вот вместе. Вместе перец, вместе всю зелень. Обязательно сюда зацепился. Вот такую вот щепотку соли. Соли можно немножечко побольше. Выровнять уксус и кислоту помидор. Примерно чайную ложку сахара. Вот так. И все это хорошо перемешиваем. Сюда еще, конечно, очень-очень хорошо пойдет чесночок. Можно одну дольку перемолоть, но в данный момент я чеснок добавлять не буду. Оставлю вот такой. Добавлю остринки немножечко, острого перца, дольку перца чили. Друзья, по вкусу. Вот так вот. Все, хорошо перемешиваем. Соус к шашлыку и не только готов. Осталось попробовать. Так вот полной ложкой, огромная куча витаминов. Вещь. Лучше всяких кетчупов. Свежатина, да не только. Поехали дальше.
2 часа все промариновалось. Жара, все нагревается нереально. Начну одевать. Итак, начну я, думаю, с казана, потому что как бы в казане мясо, я думаю, будет самое дольше прожариваться. Вот. Быстрее пожарится оно у меня на углях и в камадо. Вообще-то, как бы попробую это все это по времени соединить. Так, с чего я начну? С укладки сала, потому что в камаде, в этом, без сала ничего не выйдет. Вот я его сразу вот так вот в горячий в казанчик опускаю. А вдруг вы для себя выберете потом обалденно интересный рецепт вот этот вот и будете готовить только в казане. Почему бы нет? Я буду очень рад, если вам понравится, например, рецептик казаний. Вот так вот. Сейчас что я делаю? Я буду выжаривать сальца. Его оставлю потом в конце, до конца приготовления шашлыка. Ох, одна сторона уже хорошо как прихватилась. Вот появился у нас от сальца жирок, вытапливается. Конечно, можно именно взять, просто жира добавить. Очень хорошо, конечно, курдюка сюда добавить на низ. Но вот в данном моменте у меня курдюка нету, поэтому это будет свиное сало. Дальше я возьму мясо. Вот это вот самое, из этого самого маринада. И выкладываю его вот так вот поверх сальца. Пускай все это прогревается. Вот так вот. Можно даже сколько-то лука добавить вот этого маринада. Вот, и плюс я добавлю свежего. Вот так вот слой наверх. Вот так вот. Закрою крышку. Закрою казан. И сейчас будет процесс приготовления мяса, а обжаркой займусь позже. Вот так вот прикрою. И пускай это у меня минуток 10-15 побудет вот именно в таком вот состоянии, как сейчас есть это все. А я займусь мангалом. Перчатки Деда Мороза. А то угли у меня уже все сгорят. Вот так. Угольки сюда вот так вот. Вот побольше в одном. И вот сюда пойдут уже вот так вот шашлычок. У меня их 5. Как разделить их, друзья? В чем больше? В чем будет все-таки вкуснее? Как вы думаете, а? Сюда положить 2, а туда в камадо 3? Или наоборот? А? Все-таки здесь будет 2, а в камадо, я думаю, 3. Поехали. Так, в камадо у меня 250. Сейчас пока чуть-чуть вот это все я прикрою.
и сделаю примерно 200 градусов. И вот так вот пошел шашлычок. О! На открытом жару, никакого типа духовки, но все-таки это в Камада. И примерно вот до 200 градусов буду поддерживать здесь температуру. Смотрю здесь. Здесь уже все схватывается. Так, Камада 180. Ну и 10 минут пробежало, нужно перемешать. Вот пошел сок. Это очень хорошо. Немножечко добавлю температурку. Со всех краев всегда в казане надо все снимать вниз, для того, чтобы это все не пригорало. Ой, плачу от дыма. Первый раз в жизни и от радости. Первый раз в жизни готовлю сразу 3 варианта шашлыка. Ничего, скоро будет 4 и 5 видов жарения, например. Курицы, рыбы, креветок и всего остального. Так, еще 8 минут. Перемешиваю. Все еще сока здесь завались. Так, мясо. Мясо уже подходит к концу приготовления. Так что я открываю вот так вот это все. И вот сейчас на открытом огне я займусь обжаркой, чтобы придать именно цвет и вкус обжаренного вкусного шашлычка такого. Вот он первый. Это самый обжариваемый шашлык. Это вот он самый быстро жарится. Мне приходится его немножечко убирать в сторону. Боюсь, что сгорит. Камада. Что мы имеем в Камада? Также 180 градусов. Выглядит, конечно, он здесь бомбически. Блин. Еще разок переверну. Думаю, вот этот вот и переворачивать даже не нужно. Они просто жарятся идеально. Вот так вот. Да, без перчаточки их не поворочаешь. Они огненные. Так, что мы имеем с температуркой? Именно в большом куске. Друзья, 60 градусов. Так, казан. Казан пошел жарить. Ух, универсальная вещь, а. Чего в нем только нельзя приготовить. Обалдеть. 180. Это ж ведь... Ха! Даже рассказывать не буду, просто... Заходим на канал и смотрим, сколько всего можно приготовить в казане.
Итак, друзья, самое долгое у меня жарится в казане, но я занимаюсь обжаркой. Не могу уже дольше вытягивать время, потому что шашлык в мангале уже готов, и шашлык в камада тоже уже готов. Поэтому остается доставать, как оно есть. Так, с чего я начну? Начну именно с шашлыка, вот этого вот красивого, румяного. Так вот, я его положу вот так вот в середину. Итак, в середине у нас будет шашлык, приготовленный на мангале. Теперь я достану шашлык из камада. Сюда вот на угол. Вот так вот. Вот он. Не знаю, поместится ли он у меня здесь весь, но я буду стараться. Интересно, даже сало. У меня такое сало было немножечко с прожилками. Что получится у него за вкус? Честно, в казане готовлю шашлык первый раз. Никогда я такого не пробовал. И сейчас я отвернусь, и уже покажется завернутый лаваш. Я, честно, даже для себя очень интересно. Я не подглядываю. Будем видеть по номеркам, какой, где. И я буду пробовать именно эту вкуснятину. Ну что, друзья, будем пробовать. Постараюсь, чтобы не подсмотреть, что у меня там внутри. Хороший такой плотненький, с меньшей такой обжаркой, но такой более хороший такой вкус, вот такой, как сказать, такой домашний. Не сказать, что это вот такой вот чистый-чистый шашлык, но он чуть-чуть такой вот. Я думаю, что вот этот шашлык это наверное, все-таки будет казан. Я так подумаю, но потом посмотрим. Да, очень хорошее мясо. Да, оно же не может быть мясом, правильно, по-другому. Я скажу, что более плотная мяско, с большей обжаркой, немножко, чем я первый пробовал, номер третий. Вот. Но плотненький. Мясо такое плотненькое. Я скажу, конечно, это вкусное. Маринад он везде одинаковый. Но между первым и третьим разница очень кардинальная. Третий более такой нежное мясо, сочнее. Но в первом более такое вот, как традиционное, вот можно сказать. Вот как всегда готовишь. Здесь вот мяско не попало немножко. Это самое мягкое. Минимально обжарки. Обжарки по минимуму. Что еще сказать? Про второй вариант. Второй вариант, он такой, как такое мясо, как бы потушенное. Я вот очень сомневаюсь между вторым и третьим. Даже вот первое для меня это мангал. Второй, третий, он такой вот более как бы одинаковый.
Очень они похожи друг на друга. Вот. Сейчас вот я думаю, что третий более обжаренный, но мягкий и вкусный. А второй, это все-таки вот это вот казан. И Так, где какой? я думаю, что это казан, он и есть казан. Я думаю, что вот это мангал, я угадал, правда, все. А это камада. Вы знаете, что между камада и казаном очень-очень похоже. Даже вот в казане оно такое, знаете, это очень хороший шашлык. Он получается такой, как бы домашний. Он с такой изюминкой вкуса, который приобретает, вот именно дает только казан. Вот это вот мясо, оно такое вот нежное. И очень сочное. Честно, я думал, что не получится настолько сочное мясо. Потому что если брать, например, духовку, если брать, например, приготовление на газе или в какой-то кастрюле, в сковородке, такого мяса точно не получается. Казан – это не сковородка. Это совсем другая вещь. Вот. А камада, вы знаете, что оно, в принципе, заменяет и одно, и второе. Это все-таки сочетание мангала и казана. Я не рекламирую, я честно, потому что все-таки оно именно и обладает той же сочностью и вкусом мангала. Очень-очень похоже. Вот. Рецепт, правда, вот этот вот мариновки реальный, зачетный. Блин, вкуснятина обалденная. Поэтому даже очень сложно было выбирать и вот это вот все это переделывать, какой из них какой реально вкуснее. Вот. Какой из них мягче, какой из них сочнее. Короче, я не выберу фаворита. Я бы съел бы вот эти вот все три, и по мне они реально вещь. И то, что приготовлено в казане, оно не уступает совсем мангалу. И то, что приготовлено в мангале, оно не уступает камада. Вот. Поэтому в шашлыках я фаворита не выберу. Поэтому надо что-то сделать другое. Другое мясо или другие овощи. Вот. И опять перебрать казан, мангал, камада. Бой троицы. Так что приятного аппетита, друзья. Спасибо огромное за подписочку. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Делитесь им с друзьями, делитесь им в сетях, вот, чтобы люди пробовали вкусную еду, готовили вкусную еду, просыпались бы с улыбкой и были здоровы всегда и счастливы. До новых встреч, они уже скоро, друзья.